Истинной жемчужиной Прилуцкого района Черниговской области является рукотворный дендрологический парк Тростенец, расположенный около одноименного села на 204,7 гектарах земли и насчитывающий более 400 различных видов деревьев и кустарников, многие из которых значатся редкими, а также диковинными видами для растительности местного типа. Этот парк – наследство потомкам от выдающегося культурно-просветительского деятеля бывшего Прилуцкого уезда Полтавской губернии Ивана Михайловича Скоропадского. Любезный прохожий, сад, в котором ты гуляешь, посажен мною. Он служил мне утешением в моей жизни. Если ты заметишь беспорядок, ведущий к уничтожению его, то скажи об этом хозяину сада. Ты сделаешь доброе дело. Эти слова высечены на мраморном надгробии в месте захоронения Скоропадского, ведь могила создателя находится здесь же, в Тростенецком парке. Иван Михайлович Скоропадский походит от украинского казацко-старшинского рода, славящегося многими знаменитыми военными и политическими деятелями. Унаследовав около 20 гектаров отцовских земель с хутором на берегу реки Тростенец, Иван Михайлович, начиная с 1834 года, приступает к обустройству природного заказника. Важно отметить, что идейное вдохновение он почерпнул, побывав во Франции, а именно в ландшафтном парке Ротшильдов. Тростенецкий дендропарк по задумке Скоропадского должен был походить на швейцарские Альпы, что было довольно смелой фантазией, учитывая преобладающий здесь рельеф лесостепной зоны. Несмотря на первоначальные неудачи, Иван Михайлович в команде с опытными садовниками-экспериментаторами сумел интегрировать с местными условиями жизни капризные растения, завезенные из дальних краев Российской империи. В дальнейшем, благодаря близлежащей реке, в парке будет создана система искусственных озер. Ближе к середине XIX века коллекция растений начнет пополняться заграничными экземплярами, завезенными из стран Европы и Америки. В 60-х годах того же времени начинается проведение работ по обустройству местности под миниатюрные Альпы с возвышающимися горами и пролегающими между ними ущельями. За счет покупки с соседних земель Скоропадский расширил территорию парка до 150 гектар. По слухам, из защитных насаждений, созданных вокруг парка, с высоты птичьего полета можно было прочитать инициалы Скоропадского. Для реализации насыпи в виде гор был задействован местный люд. Наемные работники, построившись цепочкой, передавали землю для насыпи, которую подвозили к месту на подводах. Для организации одной такой горы требовалось 2-3 года, их в парке 4, и каждая имеет более 30 метров в высоту и свое название – мохнатая сторожевая дедовая ротонда. В 80-х годах 19-го столетия Тростенецкий дендропарк оброс дорожками. Между ущельями были установлены мостики. Для восстановления сил, затраченных на прогулку, отдыхающим разместили скамейки и беседки. Также по парку были расставлены скульптуры и различные элементы декора. Более 8 сотен видов деревьев насчитывалось в коллекции сада. После смерти Скоропадского в 1887 году Тростенецкий дендропарк приходит в упадок. Последующие революционные события и войны усугубляют его состояние. Лишь в 50-х годах 20-го столетия Тростенецкий дендропарк перейдет в ведомство Академии наук УССР, на базе которого будут проводиться научно-исследовательские работы.
Ныне Тростенецкий дендропарк является памятником садово-паркового искусства, находящегося под ведомством Национальной академии наук Украины. Однако от глаз туристов за пределами Тростенецкого дендропарка скрывается уже утраченное наследие Скоропадского. Великолепная усадьба 1833 года постройки с 4 флигелями, где проводился прием многочисленных гостей, сгорела в 1917 году. Из архитектурного комплекса сохранились 5 зданий, выставленных на продажу местными властями в 2000-х годах. Один из флигелей приобрел киевский бизнесмен в далеком 2007 году и произвел полную реставрацию внешнего вида здания. По задумке владельца здесь должен был располагаться музей, через который бы пролегал дополнительный маршрут для туристов в Тростенецкий дендропарк. 2 остальных здания приобрела коммерческая компания, планировавшая организовать ресторанно-готельный комплекс под названием «Гетман Скоропадский». Но вслед удачной сделки понеслись судебные иски, разбирательства и проверки из-за жалоб потомка рода Скоропадских, проживающей в Швейцарии, которая была против продажи. В результате, вот уже почти 20 лет спустя, про исторические здания забыли, а без должного ухода строения стремительно разрушаются. Согласно сведениям, утраченная усадьба Скоропадского располагалась на месте бывшего санатория Тростенец. Гостевой флигель, похоже, был приспособлен под нужды оздоровительного комплекса, который ныне точно так же заброшен и превращается в руины. Это двухэтажный гостевой дом. Когда-то он представлял собой небольшое строение с простой планировкой. Разделенный на несколько небольших помещений, оно имело центральный вход, выполненный в виде 3 арок готического вида, переходящего в балкон для 2-го этажа, элементами украшения балюстрады которого было 4 колонны, поддерживающие прямоугольный портик. В нескольких метрах от него находится еще один гостевой дом. Подобная архитектура встречалась нам ранее в селе Иваница, находящемуся примерно в 20 километрах от Тростенца, где расположена усадьба Свирских. Ссылку на видео прикреплю в описании. Характерными особенностями такой архитектуры это наличие колонн, поддерживающих треугольный портик над входом в здание. Здесь находится здание, приспособленное для хозяйственных нужд. Оно имеет в своем архитектурном исполнении колонны, а также элементы деревянного декора. Подвал здания очень просторный и сухой, а также имеет специфический свод на потолке. К сожалению, многое из имения Скоропадского было утрачено в разгар революционных действий.
То, что сохранилось до нынешних времен, пережило очень сложное событие. Будучи более 20 лет в составе Тростенецкого совхоза, включая дендропарк, многие редкие растения которого исчезли из коллекции из-за отсутствия надлежащего ухода и вырубки. Ныне же за Тростенецким дендропарком следят сотрудники, и каждый уважающий себя турист не позволяет нанести вред окружающей природе. В озере плавают фактически ручные лебеди. Видя человека, они подплывают к берегу в надежде на вкусное угощение. Жаль, что в парке не предусмотрена продажа пакетов с лакомством, которое не навредит птицам. Вокруг царит атмосфера умиротворения и свежести. В парке также можно встретить древние половецкие скульптуры, завезенные еще при Скоропадском. Существует легенда об исполнении желаний, прошептанных в левое ухо каменной половецкой бабе. Еще загаданное исполняется, если присесть в центр скамейки желаний, отмеченной на карте при входе в парк. Несмотря на нереализованные проекты, способные сопутствовать развитию Тростенецкого дендропарка, 29 километров дорожек, проложенных для прогулок среди различных уголков природы, собранных в одном месте, приманивают туристов. Дело Ивана Михайловича Скоропадского продолжает жить, а в 2034 году отпразднуют свое 200-летие буйством природы прижившихся на этой земле редких видов растений благодаря человеческому труду, изобретательности и настойчивости.